В международном аэропорту Инчхон под стерильным сиянием терминальных огней и неустанными взглядами камер развернулся момент, которого никто не ожидал, даже самые преданные ARMY. Чингук, младший участник BTS, известный своей сдержанностью и спокойствием на публике, нарушил протокол и эмоциональную выдержку так, что ошеломил фанатов по всему миру. Когда Чимин вошел в зал прибытия, уставший от дороги, но излучающий тихую силу, Чингук бросился вперед и обнял его с такой силой, что слова стали лишними. Почему это воссоединение потрясло самую суть фандома BTS? Что скрывалось за этим долгим объятием, дрожащими плечами и слезами, которые невозможно было сдержать? Сцена не была частью запланированного выступления. Это не была пиар-акция. Это была сырая, неподдельная эмоция, та, что редко проявляется в тщательно контролируемом мире мировой индустрии развлечений. Чимин, явно переполненный чувствами, держался за Чингука, словно пытаясь обрести опору после долгого дрейфа. Наблюдатели отметили интенсивность их зрительного контакта, молчаливый обмен, в котором чувствовались годы невысказанных слов. Это была их первая встреча после службы в армии? Или за этим стояло нечто большее, общая ноша, взаимопонимание, сигнал миру, что BTS готовы вернуть себе место на сцене? Кадры, снятые фанатами и журналистами, разошлись по соцсетям за считанные минуты. Но в отличие от обычных аэропортных видео, это вызвало волну эмоций, близкую к коллективному катарсису. ARMY по всему миру писали, что плакали без удержу. Одни называли этот момент исцеляющим, другие – молчаливым криком тоски, наконец получившим ответ. Что сделало эту встречу такой всеобщей и глубокой? Было ли дело во времени, в контексте или в самой уязвимости, проявленной двумя самыми закрытыми фигурами к-поп? Обычно непроницаемое выражение Чингука выдало бурю эмоций. Его глаза блестели, челюсть была сжата, а объятия Чимина казались почти отчаянными. Чимин, в свою очередь, не пытался скрывать слез. Они текли свободно, пропитывая его маску и плечо Чингука. Толпа, сначала взорвавшаяся криками, внезапно замерла в тишине. Даже опытные репортеры признались, что на мгновение оцепенели, не зная, снимать или просто быть свидетелями. Это было не просто воссоединение. Это было откровение. Месяцами ходили слухи о будущем BTS. После завершения военной службы и шквала сольных проектов фанаты боялись, что единство группы разрушается. Но этот момент, это неигранное, инстинктивное проявление братства, развеяло все сомнения. Может быть, это был первый публичный знак, что BTS готовится к масштабному возвращению. Было ли эмоциональное напряжение объятия скрытым посланием для ARMY, уверением, что их связь неразрушима? Символизм невозможно было игнорировать. Чингук, которого считают опорой группы, позволил себе быть уязвимым. Чимин, эмоциональное сердце BTS, без стеснения ответил тем же. Их взаимодействие говорило о доверии, стойкости и глубине связи. Это не было постановкой. Это не было отрепетировано. Это было реально. Наблюдатели заметили, что другие участники, хотя и присутствовали, держались на почтительном расстоянии. Шуга, известный своей интровертностью, наблюдал молча, выражение лица неразгаданное. RM, лидер группы, выглядел задумчивым, словно осмысливая значение происходящего. Ви и Джин, хотя и не были видны сразу, по сообщениям, находились поблизости, их присутствие ощущалось, даже если их не было видно. Было ли это скоординировано? Или каждый из них интуитивно понял, что этот момент принадлежит только Чимину и Чингуку? Вопросы множились, пока видео распространялось. Почему именно сейчас? Почему здесь? Что случилось в дни, предшествующие этому воссоединению, что сделало его таким эмоциональным? Был ли между ними частный разговор, общий опыт или переломный момент, приведший к этому публичному всплеску чувств? Фанаты разбирали каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд, ища подсказки. Одни считали, что объятие ознаменовало конец личной борьбы. Возможно, Чимин пережил трудный период во время сольной деятельности, и Чингук, как верный брат, предложил молчаливую поддержку.
Другие видели в этом праздновании момент триумфа после месяцев неопределенности. А некоторые – пролог, намек на нечто грандиозное, что грядет. Как бы там ни было, эффект был неоспорим. AR/MUI заполнились сети сообщениями о солидарности, благодарности и эмоциональном отклике. «Вот почему мы любим BTS», — написал один фанат. «Не только за музыку, но и за человечность». Другой добавил: «Никогда раньше я не плакал из-за видео из аэропорта, но это разбило меня». Средства массовой информации пытались осмыслить события. Аналитики указывали на время, всего через несколько недель после слухов о воссоединении BTS. Не стал ли этот момент первым домино в тщательно спланированном возвращении? Было ли это стратегией или спонтанным взрывом сдержанных эмоций? Какова бы ни была цель, этот момент достиг редчайшего в индустрии развлечений подлинности. В мире, переполненном постановочными эмоциями, Чингук и Чимин напомнили всем: настоящая связь не поддается фальсификации. Их объятие было не выступлением. Это было заявление. И его услышали. На разных континентах фанаты устраивали виртуальные встречи, обсуждая этот момент. Кто-то создавал арт, кто-то писал эссе, а многие просто смотрели видео снова и снова, стараясь уловить каждую деталь. Эмоциональный отклик был столь силен, что даже люди, далекие от К-поп, обратили внимание. Комментаторы за пределами фан-сферы называли это уроком эмоционального повествования без слов. Но что дальше? Если это был сигнал, к чему готовится BTS? Новый альбом, мировой тур, документальный фильм об их пути через службу и сольные карьеры, или нечто более абстрактное, переосмысление их идентичности как артистов и личностей? Молчание официальных источников лишь усилило загадку. Не было ни заявлений, ни интервью. Этот момент стоял особняком, без украшений, без объяснений. И, возможно, в этом и был смысл. В эпоху избыточных комментариев Чингук и Чимин выбрали тишину. Они позволили объятию говорить, и оно сказало все. Эмоциональная сила этой встречи уже вписала себя в историю BTS. Ее будут помнить не за место, а за искренность. Не за время, а за правду. Это напоминание, что даже мировые иконы остаются людьми. Что даже сильнейшим нужно утешение. И что даже под ослепительным светом славы уязвимость – это не слабость. Это сила. Когда пыль уляжется и мир будет ждать следующего шуга BTS, одно останется несомненным – связь между Чингуком и Чимином непоколебима. И в этой связи AR/MUI находит надежду. Надежду, что будущее группы не просто сохранено, а сияет. Надежду, что их музыка вернется еще богаче и глубже, чем когда-либо.